Добрый вечер, дорогие участники школы. Сегодня у нас интересная тема, очень актуальная. Мы поговорим про финансы, про карьеру, про работу, про клиентов, как их привлекать. Ну и вначале я хотела бы вас опять пригласить в нашу школу, на наш курс, на обучение, курс начинается на этой неделе уже. Курс называется «Психосоматика. Новая медицина 21 века». Курс очень интересный, получил много отзывов от участников курса. А, Участники действительно получили какие-то результаты и изменения в своей жизни, в отношении себя, как они себя чувствуют, как они себя прорабатывают, и ощутили новое состояние. Некоторые из них стали кураторами в нашей школе и прорабатывают других участников курса и участников школы, те, кто находится у нас в телеграм-чате школы. Поэтому присоединяйтесь к телеграм-чату. Здесь вы сможете узнать много интересной информации. Здесь у нас проработки. И, конечно, вот такие встречи в телеграм-канале регулярные по понедельникам, средам в 18 часов в Москве. И в пятницу у нас клуб осознанных в 19:00 по московскому времени. Хотела еще объяснить такие интересные вещи, как, например, когда кто-то говорит, что очень хочет прийти на курс, но к сожалению, нету финансов и не может себе позволить. И здесь я хотела бы поделиться с вами потрясающим таким методом, а, уникальным, можно сказать, методом, который я узнала у Джо Диспенза. Вы знаете, Джо Диспенза — это тоже биолог, как и я, причем он нейробиолог, который проводит очень серьезные исследования и изучает именно влияние медитации на исцеление человека от различных заболеваний. И я очень люблю его медитации, его исследования. И вот что я узнала от него. Дело в том, что многие из нас хотят достичь какой-то цели, но они не могут ее достичь. Почему? Ведь, казалось бы, есть сильное желание. Можно эти цели записать, можно их поставить сильное намерение, но цели не исполняются. Почему? И здесь есть секрет. Дело в том, что когда вы чего-то хотите, и здравствуйте, если вы чего-то хотите и находитесь вот на этом уровне, вот вы хотите чего-то, да, вот вы находитесь на этом уровне, и вы говорите: я хочу чего-то, например, я хочу денег, или я хочу квартиры, я хочу отношений. Это может быть любая цель. И вы говорите: но у меня этого нету. Вы исходите из состояния отсутствия, нехватки чего-то. Вы находитесь в состоянии нехватки.
или разделенности от своей мечты. Ваша мечта вот здесь находится. Вот это ваша мечта. А вы хотите достичь вот этой мечты, дойти вот до этого уровня. Но у вас не получается, потому что вы говорите, у меня этого нету. У меня нету денег, у меня нету отношений, у меня нету квартиры и так далее. И вот когда вы находитесь вот в таком состоянии, и вы говорите, у меня этого нету, но я очень хочу этого, вы никогда не достигнете вот этого уровня, понимаете? Я вам рассказывала об этом вчера, Айсулу. И для этого, для того, чтобы достичь вот этого уровня, о котором вы мечтаете, достичь уровня мечты, вам нужно встать на вот этот уровень, на этот же уровень. То есть из состояния нехватки, отсутствия, разделенности со своей мечтой, вам нужно встать в состояние изобилия. У меня это есть. Понимаете? Только из такого состояния вы можете достичь вашей цели или вашей мечты. Как это сделать, скажете вы? Легко сказать. Да очень просто. Вам просто нужно открыть свое сердце и довериться Вселенной. Потому что Вселенная всем дает одинаково. Она всем дает одинаково. Она не делит людей на каких-то там особенных, скажем, образованных, интеллигентных или не очень и так далее. Вселенная открыта всем одинаково. Но это здесь, в нашем представлении, мы недостойны этого. Понимаете? А кто-то берет запросто, берет и не сомневается, он уверен в себе. А другие сомневаются в себе. Или у них сердце закрыто, потому что у них травмы, не доверяют миру. Мир для них опасен. И они не доверяют Вселенной и не используют свои возможности. А возможностей у нас много, и они для всех открыты. Понимаете? Ну, конечно, вы скажете, кто-то там в богатой семье вырос, кто-то в бедной, кто-то больше получил образование, кто-то меньше, у кого-то там было больше возможностей, у кого-то меньше. Неважно, вам только стоит захотеть, и вы можете развить свои таланты. Для этого не нужно образование, для этого не нужно вырасти в богатой семье. Сколько бедных людей стали богатыми? Вспомните. Стив Джобс. Ну, я не буду перечислять всех, но очень много. Практически больше половины богатых людей, они были бедными, они были из бедных семей. Поэтому дело не в этом. Дело в том, когда вы верите в себя, вы доверяете миру, понимаете, вы верите, что у вас есть возможности. Я вас поздравляю, Айсулу. Вы пришли на наш курс. Вчера вы услышали меня, и вы поняли, что вы можете это сделать. Это прекрасно. Как это сделать? Просто надо здесь в голове взять и переключить, понимаете, себя. И состояние «у меня этого нет» сказать я могу. Выйти на состояние изобилия, понимаете? И тогда Вселенная вам сразу пошлет все возможные варианты. У вас появятся деньги, у вас появятся какие-то возможности, у вас все появится само собой. Вселенная, или, скажем, квантовое поле, можете назвать его, оно само открывает вам эти возможности, они сами появляются. Вам только стоит открыться, довериться этому потоку. И все появляется само собой. Я это испытывала много раз, много-много раз.
Так вот я написала сегодня список своих результатов. Все эти результаты возникли, потому что я открыто и доверяю себе, в первую очередь себе, понимаете? Я слушаю, что я хочу, четко знаю, что я хочу. И потом доверяю Вселенной, квантовому полю. А квантовое поле – это все наши желания. Оно их слышит и усиливает их. Понимаете? Оно их усиливает. То есть вам нужно четко понимать, чего вы хотите. Когда вы четко понимаете, чего вы хотите, квантовое поле это усиливает и создает все возможности для того, чтобы ваше желание исполнилось. Вот в чем секрет. Вы поняли, в чем этот секрет? Вы знаете, вот этот шаг в неизвестное – это самый-самый сложный шаг. Шаг вот куда-то, куда вы не знаете куда. Выйти из зоны комфорта. Вот вы сидите в своей зоне комфорта, повторяете одни и те же действия изо дня в день. Понимаете? Вот так сказать, на автопилоте. И это не требует от вас никаких усилий. Такая рутинная как бы жизнь, да, изо дня в день. Вы идете на работу, вы работаете, возвращаетесь домой и так далее. Потом спать, потом опять утро. И вот это повторяется изо дня в день. Понимаете? Это все происходит все время автоматически. И одни и те же нейронные связи постоянно работают. Одни и те же нейронные связи. И так мы никогда не выйдем на вот это состояние, вот это, да, изобилия. Понимаете, вот будем находиться вот в этом состоянии и никогда не перейдем вот в эту точку. Вот вы сделали первый шаг, вы уже вот здесь. Вы уже на половине пути, понимаете, да? Вот. Вы уже сделали шаг. К сожалению, многие люди не делают шаг. Мне часто пишут девочки, очень часто. Хотят, но не могут. Хочу, но не могу. Ну, просто много девочек пишут. И остаются там. Понимаете, остаются и не делают шаг. Ну, так никогда не изменится жизнь. Вот они будут там хотеть, хотеть и хотеть. Понимаете, вот вы первая, которой я объяснила вот этот секрет, и вы сразу пошли. Вот сейчас я записываю эту запись, чтобы всем объяснить этот секрет. Как работать со своей мечтой. Выйти из состояния недостатка, разделенности со своей мечтой. Понимаете, вот это расстояние, да, его невозможно преодолеть, невозможно. Если вы вот здесь, в точке А, вы не дойдете в точку Б, потому что вы здесь, у вас нету того, вот вашей мечты у вас нету. И вы в голове своей думаете, у меня этого нету, у меня нет финансов, у меня нету там чего-то, да? Нет отношений, нет финансов, нет клиентов, чего угодно нету. Вот. Но когда вам стоит перейти на другую позицию и сказать, у меня есть, я это могу, вы становитесь хозяином своей жизни. Вместо того, чтобы быть жертвой, сидеть в состоянии жертвы, не говорить, что у вас этого нету, это никогда к вам не придет. Поэтому переключаемся, и перед вами сразу открываются все возможности. Само пространство как бы перестраивается и открывает для вас все эти возможности. Они, собственно, есть. Все эти возможности, они есть в квантовом поле, но вы их просто не видите из своего вот этого состояния. Вы не можете увидеть все эти возможности, которые существуют. Но когда вы поднимаетесь выше и становитесь в состоянии изобилия, говорите, я все могу, Вселенная мне все дает, я доверяю Вселенной. И вы становитесь на вот эту позицию, как будто вы уже там, вы уже достигли своей мечты.
Вот смотрите, вместо того, чтобы представлять в уме о том, что какие-то могут возникнуть неприятности, да, вот это наше воображение работает, и мы чего-то боимся. Мы боимся неизвестности, мы боимся непредсказуемости, да. Вместо этого давайте включите свое воображение на то, чтобы представить, что вы уже живете в будущем, не в прошлом, а в будущем. Вы уже достигли своей мечты. Вот представьте, вы уже успешная, финансово обеспеченная, уверенная, самодостаточная, ресурсная женщина или мужчина. Вы уже там, понимаете, вы уже достигли своей мечты, и у вас все это есть. Представляете? Развивайте свое воображение. Вместо того, чтобы использовать его для того, чтобы бояться чего-то, чего у вас нет, а вдруг что-то случится, а вдруг со мной что-то произойдет, а вдруг еще что-то. Наоборот, меняйте вот это представление, да, негативное на позитивное. И наоборот, представляйте, какой вы себя хотите. Я тут еще хотела поговорить вот о том, как прорабатывать, как прорабатывать себя, смотрите, очень интересно, на финансы, на клиентов. Как? Дело в том, что это идет из нашего детства. Например, конечно, мы должны работать с мамой и папой. Мама, папа. Дело в том, что если у нас остался образ, такой хороший образ, сильный образ мамы, который мы очень любим, который мы очень как бы так ценим, да, маму. Она была лидером, например, она была очень такой поддерживающей, мягкой, доброй, да, ну, скажем, мягкой, доброй, вот так, да. То, естественно, ребенок сохранил вот эту любовь и тепло принятия мамы. Когда ребенок принимает маму, да, то ему потом легко дальше в жизни, потому что он доверяет миру, он получает вот эту базовую такую вот фундамент доверия к миру, который идет от мамы, понимаете? Но если мама была, наоборот, жесткая, холодная, неэмоциональная, то тогда ребенок, это происходит совершенно бессознательно, бессознательно. Он будет как бы подсознательно не принимать маму, что она такая холодная. Вот ну, мы прорабатываем обиды обычно, да, претензии. Вот это непринятие. И потом, когда ребенок вырастает во взрослого человека, у него будет вот эта проблема, да, которая может сказываться потом в отношениях, в принятии доверия к миру. Такая же ситуация с папой. Если папа оставляет вот такой позитивный образ, да, ребенок его принимает подсознательно, да, очень любит папу, очень его боготворит, уважает его, то потом такому взрослому человеку будет очень легко в финансах, с клиентами, на работе, с начальниками, потому что у него есть образ отца, у него будет уверенность, он легко проявляется, понимаете? Нету вот этой неуверенности, да. Если, наоборот, отец был не такой вот человек, который как бы которого ребенок принял. Например, он мог быть какой-то там нерешительный, да, может быть, выпивал, может быть, там мама его осуждала, у них там были какие-то конфликты, ребенок вставал на сторону матери. Вот эти конфликты, когда отец не принят ребенком на уровне подсознания, то тогда взрослый человек, у него будут проблемы с проявлением во внешнем мире, да, нерешительность, с работой, в карьере, не будет знать, куда и чем ему заняться.
будет искать свое предназначение и не находить его. У него будут проблемы с клиентами. То есть вот здесь мы должны прорабатывать отношение к маме и к папе и менять вот этот подсознательный образ, который мы когда-то вот на уровне, когда мы были детьми, да, 5-7 лет, записали подсознательно. И вот это подсознательное отношение к нашим родителям, оно мешает нам в нашей независимой, самостоятельной жизни. Еще очень важна сепарация от родителей, да, и лояльность. Кстати, закон лояльности мы будем у нас будет встреча в пятницу, обязательно приходите. Встреча в Зуме, где Катя нам расскажет про закон лояльности. Вот, поэтому тут, видите, работа идет такая, видите, на родовых, по родовым линиям, да, вот мы тут рассматриваем. Мы это делаем в проработках, потому что психосоматика – это не только заболевание, не только связанное с нашим телом. Это все, что у нас в подсознании, то, что записалось когда-то, какие-то непрожитые эмоции, негативные эмоции, какие-то ситуации, которые могут идти как из детства, так и из родовых линий, даже из прошлых воплощений. На нашем курсе я даже делаю, я вам говорила, такой подарок, бонус для вас. Это погружение в прошлую жизнь, а также встречу с духовным наставником, где вы можете спросить, узнать все ваши вопросы, которые вас интересуют. Для чего я это делаю? Для того, чтобы вы смогли, это для расширения сознания. Потому что мы живем вот в таком маленьком узком мире. Все, что мы видим, слышим, это очень узкий диапазон, понимаете, восприятия. Но когда мы погружаемся в прошлой жизни или погружаемся в альфа-состояние, в состояние транса, погружаемся в наше подсознание, там всплывает невероятное богатство всего, всей нашей памяти, родовой, прошлых жизней. Это все хранится в бессознательном. 95% всей информации там находится. И вот когда мы все это распаковываем, происходит расширение нашего сознания, развивается наша интуиция, знаете, это очень важно. Мы становитесь, просто вы становитесь целителями, знаете, начинаете чувствовать людей просто на расстоянии, да, ну, как квантовые психологи это делаем, да, а тут еще вот исцелять людей, да, то есть, естественно, с божественной, через божественную силу, да, то есть все это приходит к вам, как будто открываются новые каналы восприятия, понимаете? То есть мы знаем, что вот есть основные каналы, там, аудиальный, визуальный, кинестетический, дигитальный, вот 4 основных канала. Но тут раскроются новые каналы, как интуиция, как телепатия, понимаете, еще какие-то каналы, понимаете? Вот интересно, я вот слушала такое, когда человек не знает какое-то слово, вот он его не знает, это слово, оно даже, он его не замечает, оно как бы проходит незамеченным. Но когда человек узнал, что это за слово, он вдруг раз и начинает, это слово ему везде попадается. Почему? Потому что, когда мы что-то не знаем, мы это не видим и не слышим. Представляете? Вот то же самое, если вы знаете, что слышали, что вот про индейцев рассказывали, что когда испанцы приплыли к берегам Америки на кораблях, индейцы не видели этих кораблей. Они их просто не видели, потому что для них это был неизвестный объект. Понимаете? То есть наше зрение не видит непонятные вещи, оно просто их не видит, не замечает. А представляете, сколько всего может быть вокруг нас? Мы это все не видим.
То же самое, вот когда я слушала, кстати, Раймонда Моуди, книгу его «Жизнь между жизнями», я услышала очень интересный такой инсайт, он говорил, когда люди, которые побывали в мире душ, когда они испытали клиническую смерть и вернулись назад, они с трудом могли описать это. Знаете почему? Потому что мы пользуемся трехмерными словами. Наш лингвистический код здесь, мы трехмерный, и наш код как бы трехмерный. Мы живем в трехмерном пространстве, наши слова трехмерные. А когда человек попадает в то измерение, в другое пространство, там как будто многомерные слова. То есть там невозможно вот с помощью нашего трехмерного кода описать то, что они видели там. Представляете, трудно описать с нашими словами то, что видели там. Вы можете себе это представить, да? Что, наши слова, они, я тоже испытывала такие чудеса, которые, вот когда я их описывала простыми словами нашими, они казались какими-то странными, какими-то, слишком простыми. Но когда это вот я ощущала, видела, это было чудесно, это было прекрасно. Это невозможно описать просто словами. Знаете, наши слова, они не могут передать то, что ты видишь в другом измерении, как бы вот другой опыт. Это очень интересно. И вообще про вот этот лингвистический код, это один из самых основных, да, вот лингвистический код, метафорический код, метафоры. Вот это все, это очень интересно. И это надо развивать. К сожалению, нам об этом ничего не рассказывают в школе, там, где мы учимся. Но это основные коды, с помощью которых мы познаем этот мир, чтобы расширить наше видение, выйти вот из рамок вот этого узкого измерения, которое наши органы восприятия нам дают мир такой, очень простой, очень узкий. Мы можем расширить это, понимаете, и видеть больше за гранью этого. Для этого нужна практика. И вот как раз на этом курсе, и я готовлю еще следующий курс, я вот буду давать вам больше вот таких практик, понимаете, для расширения вашего сознания.